Всем привет! Уже очень давно на моем канале не было обзоров на наушники от бренда Honor. И здесь не стоит путать это дело с Honor Choice, ведь это немного другая история, более бюджетная. Honor же сами по себе, как и Huawei, бренды не дешевые. Однако в сегодняшнем видео я расскажу о весьма доступных наушниках Honor AirBuds X5. Это такие новые беспроводные вкладыши, причем вопреки современным трендам самые что ни на есть классические. Знаю, что запрос на подобный форм-фактор на рынке не угасает, ведь немногим подходит новый формат, продиктованный когда-то Apple AirPods третьего поколения. В новинке же все сделано по старым добрым лекалам, привычным большинству пользователей. Комплектация здесь не богатая, в коробке есть только зарядный кейс и сами наушники. Даже коротенького проводочка для зарядки сюда не кинули. Что это как не забота об экологии, либо просто экономия на спичках. Нужное можно подчеркнуть. Лично я комплектные кабели почти никогда не использую, так как есть масса других в постоянном доступе. Однако некоторым пользователям, особенно айфонов, Type-C провод еще нужно поискать. Расценивать это как минус или пропустить, я думаю, каждый для себя решит сам. Мое же дело об этом упомянуть в данном обзоре. Зарядный кейс имеет круглую форму и небольшие габаритные размеры. Визуально он напоминает таковой в наушниках Huawei FreeBuds 3 и 4 поколений. В нижнем торце разместили разъем для зарядки и физическую кнопку активации и сброса. Спереди находится статусный индикатор. Петля крышки пластиковая с установленным в нее пружинным доводчиком. Кейс открывается резко, но с приятной такой четкостью и фиксацией крышки. Емкость встроенного аккумуляторного блока составляет 410 мАч, а в каждый наушник поместили батарею на 30. Нехитрыми вычислениями получается, что от кейса можно зарядиться около 6 полноценных раз, что в целом очень даже неплохо. Время одного цикла зарядки наушников составляет около 1 часа. Подключение гарнитуры к смартфону происходит по открытию крышки кейса. За связь отвечает современный Bluetooth модуль версии 5.3. Сборка футляра очень качественная, стыки ровные, люфтов у крышки нет. Да и в целом продукт ощущается дороже, нежели он сам по себе стоит. С наушниками история такая же. Качественный пластик и классическое исполнение. Чаши звуководов здесь самые что ни на есть стандартные, так что всем, кто любит такой формат, наушники в уши зайдут хорошо. Ножка, возможно, внешне и немного длинноватая, но она тонкая и особо не напрягает. Сетки на звуководах интегрированы в корпус, они сделаны из какого-то полимера, не тканевые, оттого риск их отвала сведен к минимуму. Сенсорные области для управления мультимедиа, как обычно, разместили на внешних сторонах ножек. Поддерживаются жесты на двойное, тройное касание, а также действия по удержанию пальца на сенсоре. Для полноценной настройки устройства, его обновления и дальнейшей эксплуатации необходимо скачать и установить фирменное приложение iSpace. В моем же случае такое уже стояло на смартфоне, однако это помогло не особо. Пользовался им очень давно и как следствие при подключении возникли небольшие проблемы. Программа просто не могла найти данное устройство ни по поиску, ни вручную. Для этого видео я купил китайскую версию наушников, и на данный момент, на момент выхода данного обзора, глобалки в продаже вроде как бы еще нет. Но по-хорошему никакой озвучки на китайском в наушнике не зашили, а функции, что заявлены, работают и так без проблем. Так что по сути различий между глобальной и китайской версией скорее всего не будет. Однако китайская версия с моим приложением почему-то не коннектилась. Ну и чтобы долго не возиться, я просто снес свое старое приложение и поставил его заново, после чего зашел в свой аккаунт и начал новый поиск. Для новых пользователей на данном этапе будет необходима регистрация. Проверочный код приходит на почту почти мгновенно, проблем с этим не будет. Только вот обнаружились наушники все равно не сразу, а лишь тогда, когда я подключил Wi-Fi. Уж не знаю, зачем такие сложности, но по итогу все заработало, и в дальнейшем никаких Wi-Fi больше не требуется. Такие пляски только при первичном подключении. В общем, когда у нас все получилось, мы переходим в программу. И здесь сразу можно увидеть уровни заряда для каждого из наушников и самого кейса. Первой же интересной функцией выступает полноценный мультипоинт. Наушники могут быть подключены к двум устройствам одновременно. При этом само переключение интеллектуальное, без необходимости куда-то нажимать. Функция хорошая, востребованная и очень радует, что в такой бюджет ее получилось добавить. Подключается все стандартно, проблем с этим нет. Далее переходим в раздел с настройкой жестов, хотя по-хорошему тут особо и настраивать-то нечего. На двойное касание можно на выбор установить плей-паузу, переключение треков, активацию голосового помощника, либо заглушить данный жест вовсе. Тройное касание отвечает только за голосового ассистента, либо просто отключается.
Не знаю, почему надо было так жадничать, ведь само действие имеется. Почему бы сюда производителю не прописать перемотку треков, ведь это было бы очень удобно. Хотелось бы верить, что это пофиксит, но пока получается только так. Действие с удержанием пальца на сенсоре вообще не имеет никаких альтернатив. Там зашита регулировка громкости. И вот этот момент как раз таки мне понравился. Зажимаешь палец, держишь и тем самым прибавляешь или убавляешь громкость. Конечно, решение похуже слайда, но все же лучше, чем тыкать по сенсору. Помимо всего прочего, в этот бюджет производитель умудрился уложить и датчики автопаузы. Их можно включить или выключить в разделе с настройками. Однако работа этой функции не сказал бы, что молниеносная. Есть небольшая задержка после паузы в начале воспроизведения. Там еще зачем-то системный звук прописали. Но в любом случае, для кого это важно, функция такая имеется и в целом работает в обе стороны. Ну а если она все же надоест, ее всегда можно отключить. Отдельным пунктом, также для кого это необходимо, в наушниках имеется функция поиска. Лично я никогда такой не пользовался. Если вдруг подобное мне понадобится, мне будет проще включить музыку на смартфоне. Теперь давайте поговорим немного о звуке. Не устану это повторять, но конкретно во вкладышах звучание во многом зависит от посадки. Эти наушники исключением не будут, хотя благодаря условно стандартному исполнению и размерам, как я уже говорил ранее, наушники подойдут многим. Аппаратно над звуком здесь трудятся 13-мм динамические драйверы, а его передачу обеспечивает аудиокодек AAC, помимо которого здесь также имеется и стандартный SBC. Для кастомизации звучания в фирменной программе имеется 4 музыкальных пресета на выбор. Это классика, усилитель басов, теплый и усилитель высоких частот. Ручного эквалайзера в настройках нет. Ну а в стоке из коробки нам предлагают классику. И даже в таком пресете наушники выдают хорошую частотную картину по всем направлениям. Звучание чистое и насыщенное. Несмотря на умеренность в области низких частот, баланс по регистрам здесь хороший. Музыка льется плавно, без перегрузов. Средние частоты прекрасно передают вокально-инструментальную составляющую, а верхушки придают выразительности общему звучанию. По ним избытка нет. Усилитель басов работает хорошо, и при его активации ощутимо прибавляется объем на низах. Да, это не басхедная надстройка и долбить сабвуфером в голову не будет, однако низкочастотный регистр все же раскачивает. В целом наушники не предназначены для какой-то изысканной сложной музыки, а больше заточены под современную популярную, поэтому супер детализацию ожидать от них не стоит, да и ценник немного не тот. Если же говорить об уровне общей громкости, то его максимума в целом хватает, но без какого-то сильного запаса. Тихими наушники не назову, но и супер громкими тоже. Получается нечто среднее и универсальное. Как обычно, свой тест автономности я проводил на 100% громкости по максимальному аудиокодеку AAC на классическом пресете, что стоит по умолчанию. И мой результат составил 3 часа и 28 минут, что было весьма ожидаемо, учитывая, какие аккумуляторы стоят внутри. Очень схожие цифры были у вкладышей в Vivo TVS Air при плюс-минус такой же емкости. К сожалению, специального игрового режима модель не имеет, оттого результаты по данной дисциплине в целом сносные. Задержка составляет порядка 200 миллисекунд. Погонять партийку другую в PUBG Mobile можно, но это точно не вариант для профи-игроков. А вот при онлайн просмотре видео звук от картинки на слух не отстает, так что в данном сценарии их можно использовать по полной. Ну а теперь после всего вышеизложенного пора переходить к тестам встроенных микрофонов. Как по мне, с нагрузкой, которую я им устроил, они справились неплохо. Итак, друзья, настала пора теста работы микрофонов. И, собственно, как обычно, у меня по традиции автомобильный тест для наушников Honor Earbuds X5. Это новинка, новые вкладыши от Honor. Мне наушники понравились. Послушаем теперь, как отрабатывают здесь микрофоны. Сейчас автомобильный тест, окна закрыты и на полном ходу со скоростью порядка 70-80 км в час я открываю окна с двух сторон. Запускаю сюда порывы ветра, то есть тем самым нагружаем микрофончики. Есть шум от дороги, от проезжающих мимо автомобилей. Сейчас утро, около 8 утра, то есть все торопятся на работу. Ну и, собственно, здесь такой очень сильный шум от дороги идет. И, в принципе, можно примерно прикинуть, как на кондиционере отрабатывают встроенные микрофоны в эти наушники. Друзья, ну а вот еще один небольшой тест работы микрофонов в наушниках Honor Earbuds X5. Сейчас я нахожусь в довольно шумной локации. Подо мной вот сейчас проезжает электричка, я стою на мосту. Это уже ставшая традиционная локация с большой, очень сильной нагрузкой. То есть по правую сторону от меня проезжают автомобили. Внизу находятся всякие поезда.
и прочие моменты. Вот сейчас еще товарничок там проезжает, но он не особо сильно шумит, но шумела больше электричка. Ну и плюсом ко всему здесь еще дует такой легкий ветерочек, потому как здесь локация такая открытая, то есть здесь со всех сторон дует ветер. В общем, как-то так наушники справляются с данными такими нагрузками, то есть можно примерно прикинуть, как они отрабатывают в экстремальных условиях. Друзья, ну а вот и заключительный тест работы микрофонов в наушниках Honor Earbuds X5 уже в более-менее таких спокойных условиях. Это обычная комната, здесь ничего не шумит. Квартира, есть небольшая реверберация от стен, как, собственно, наверное, и в любой квартире. В общем, примерно можно прикинуть, как вас будет слышать собеседник, если вы будете использовать данную гарнитуру для телефонных разговоров, ну, находясь вот в каких-то таких вот, можно сказать, идеальных условиях, без шума ветра, без машин, ну и вообще без какого-либо шума. В общем, вот такая вот история. Ну и подводя сегодня некий итог по наушникам Honor Earbuds X5, могу сказать, что в данном ценовом сегменте это отличный вариант по многим параметрам. Хорошее звучание вкупе с почти полноценным управлением, возможность использования наушников в качестве гарнитуры для телефонных разговоров, рабочий интеллектуальный мультипоинт на 2 устройства, датчики автопаузы и классическое исполнение корпусов, что подойдет большинству пользователей. Из очевидных минусов хотел бы отметить автономность. 3,5 часа не так уж и много, однако кто-то, к примеру, не будет их слушать на 100% уровне громкости, а кто-то не пользуется наушниками столь продолжительное время. В общем, многое будет зависеть от сценария использования. Здесь уже решать каждому за себя. Как по мне, за 25 баксов Honor представили хороший продукт для использования на каждодневной основе. Всем любителям классических вкладышей рекомендую присмотреться к данной модели. Ну и на этой прекрасной ноте я, пожалуй, буду закругляться. Все, что хотел по данной модели, я сегодня рассказал. Спасибо, что посмотрели это видео, лайк, подписка по желанию и до встречи в моих следующих обзорах. Пока-пока.